В ночь на 22 апреля 0,7873 года пароход «Атлантик» шел к берегам Новой Шотландии. Огромное судно двигалось прямо на острые, скрытые под водой скалы. Капитан вглядывался в туман и заметил вдали бледные неясные огни. Каждый огонь был белым, и каждый корабль выглядел одинаково в темноте. За одно мгновение колебания погибли 535 человек. Это была лишь одна из тысяч подобных катастроф XIX века. Сегодня каждый корабль в океане несет один красный и один зеленый огонь. Красный огонь горит на левом борту любого современного судна в мире. Зеленый огонь горит на правом борту любого судна по всему миру. Почему именно красный и зеленый? Почему не желтый или фиолетовый? Почему все страны мира согласились следовать этому единому правилу? Это история двух цветов, написанная кровью моряков двух столетий. В XIX веке порты заполняли деревянные парусники и масляные лампы. На мачте каждого судна качался единственный белый фонарь во тьме. В густом тумане два корабля сближались, видя лишь слабые белые огни. Матросы перегибались через борт, всматриваясь в туман с тревогой. Белый огонь не выдавал ни направления, ни скорости приближения судна. Команды видели только бледную точку и не могли предсказать путь. Капитаны кричали приказы, но никто не понимал, куда поворачивать. Два деревянных корпуса с грохотом столкнулись, расщепляясь в щепки. Матросы падали с палубы в ледяную черную воду вместе с фонарями. Газетные заголовки того времени пестрели сообщениями о морских трагедиях. На столах чиновников росли стопки отчетов о новых крушениях. На старых картах красные точки столкновений покрывали все морские пути. В штормовую ночь матросы цеплялись за мокрую палубу под ударами волн. Масляный фонарь выскальзывал из рук, и пламя гасло в черной воде. На рассвете уцелевшие держались за обломки в ледяном спокойном море. В портах родственники в трауре стояли возле рядов деревянных гробов. С 1850 по 70 год 8000 погибших. На дне моря лежали остовы парусников, забытые течениями и временем. У берегов Британии в 1840 году был густой туман, пароход «Пегас» шел по темной воде, неся лишь один белый огонь. Навстречу ему двигался еще один пароход с таким же белым фонарем. Оба капитана видели огонь, но не могли определить курс встречного судна. Корабли шли под углом друг к другу, поворачивая руль в неверную сторону. Носы двух пароходов столкнулись, разбивая обшивку и железные крепления. Поврежденный корпус накренился, и вода хлынула в зияющую пробоину. Матросы спускали деревянные шлюпки в черную воду рядом с тонущим судном. Тела жертв плыли среди обломков, а фонари их давно угасли в воде. Газеты Британии объявили о гибели 55 человек в ту ночь. Члены парламента поднимались по мраморным ступеням под проливным дождем. В палате общин депутаты разложили морские карты и начали жаркий спор. Французский морской офицер чертил схему корабля с цветными огнями. Старый чертеж показывал судно с красным и зеленым огнями по бортам. Офицер представлял свою идею коллегам, указывая на цветную схему. Английский изобретатель накрывал масляные лампы цветными стеклами. На столе лежали стекла красного, зеленого, синего и желтого цветов. В поле ночью красный и зеленый сияли ярче, чем синий и желтый. Современный ученый изучал спектр света на мониторе лаборатории. Красный лазер пробивал густой искусственный туман, а синий исчезал сразу. Голографическая модель глаза вращалась, показывая клетки сетчатки. Под микроскопом колбочки светились красным, зеленым и синим цветом. На экране тянулся спектр света от фиолетового до красного цвета. Монитор показывал длину волны красного света 700 нанометров. Зеленый свет имел длину волны в 530 нанометров точно. Ученый проверял зрение с помощью карточек на цветовое восприятие. Колесо фильтров медленно вращалось, пропуская разные цветные лучи. В стеклянной камере с туманом только красный луч достигал стены. В маяке вращалась линза Френеля, пуская красный луч над морем.
Та же линза посылала зеленый луч сквозь туман над темными волнами. Диаграмма показывала, как красные волны проходят сквозь туман дальше. График пиков чувствительности глаза совпадал именно с красным и зеленым. Ученый шел через лабораторию, где лазерные лучи пересекали воздух. На цветовом круге красный и зеленый находились на противоположных сторонах. Желтая лампа быстро тускнела в дымке, а красная горела ровно и ярко. Маяк на побережье посылал белый луч далеко через темное море. На берегу горел маяк белым, а в море корабли несли красный и зеленый. Ученый записывал в дневник наблюдения о контрасте световых волн. Современный контейнеровоз шел вперед с красным и зеленым по бортам. Красные и зеленые отражения дрожали на волнах рядом с пришвартованным судном. Лоцман на мостике поднимал бинокль и наблюдал за дальними огнями. Две крошечные точки, красная и зеленая, мерцали далеко на горизонте. На городской улице красный сигнал светофора останавливал поток машин. Через мгновение свет менялся на зеленый, и машины начинали движение. Схема связывала красный со словом «стоп», а зеленый со словом «иди». На палубе старинного судна медленно вращался деревянный штурвал. В средневековый порт корабли входили, кидая канаты с левого борта. На корме справа висело рулевое весло, которым правил один матрос. На левом борту современного судна горела красная навигационная лампа. На правом борту того же судна сияла зеленая навигационная лампа. К зданию британского адмиралтейства подъезжали кареты под флагами страны. В зале адмиралтейства офицеры собрались за длинным полированным столом. Британский чиновник подписывал новый закон, ставя восковую печать на бумагу. Закон 1848 года требовал красного и зеленого. На военной верфи матросы грузили ящики с цветными лампами на корабли. Моряк прикручивал красную масляную лампу к мачте на левом борту судна. На правый борт он крепил зеленую лампу, затягивая болты тем же ключом. На закате Королевский флот стоял на якоре с горящими цветными огнями. Британский фрегат патрулировал ночное море с яркими бортовыми огнями. В открытом море встречные корабли разных стран показывали разные системы. Французское судно несло зеленый слева и красный справа, наоборот, британцам. Американский корабль использовал желтый и синий, едва заметные в темноте. На русском судне вертикально горели 3 белых огня вдоль мачты. 3 корабля разных стран сходились вблизи, и команды путались в огнях. В 50-е годы корабли разных флагов снова сталкивались в шторм. Газеты 1863-го объявили о морской конференции. На улицах Лондона у каменного здания останавливались черные кареты делегатов. За круглым столом сидели представители 12 морских держав мира. 2 делегата встали и спорили над картами о правильной системе огней. Дни и ночи проходили за окнами, свечи догорали, а бумаги росли стопками. Делегаты 12 стран пожали руки и подписали итоговый документ. Под международным документом стояло 12 подписей и красная печать. На палубе парохода матросы читали объявления с новыми правилами огней. В портах Британии, Франции и Америки рабочие меняли лампы на судах. После 1863-го гавани стали выглядеть упорядоченно. На носу парохода появился новый белый огонь, а по бортам цветные. 2 парохода ясной ночью разошлись благополучно, видя огни друг друга. Схема показывала: если виден красный огонь, ты обязан уступить дорогу. Если видишь зеленый огонь, ты имеешь право прохода, гласило правило. Когда видны оба огня сразу, корабль идет прямо на тебя. Это опасно. В морской академии преподаватель чертил мелом схемы корабельных огней. Лоцман в симуляторе тренировался читать огни приближающихся судов ночью. Молодые курсанты в форме изучали страницы международных правил. Схема показывала точные углы видимости красного и зеленого с любой стороны. Лоцман на мостике сверялся с компасом, глядя на далекие огни в окно. Британские и американские пароходы безопасно разошлись с верными огнями. В оживленном порту
Красные и зеленые огни мигали повсюду по правилам. Заголовок газеты 1865 хвалил снижение крушений. График числа столкновений резко падал после принятия международных правил. В сумерках семья на причале смотрела, как корабли уходят с цветными огнями. В телеграфной конторе оператор отправлял морзе с подтверждением правил. Страны на карте загорались одна за другой, принимая новый закон моря. На рассвете цветные огни парохода тускнели, уступая место золотому солнцу. Океан простирался до горизонта, и корабль продолжал свой спокойный путь. У маяка на скале корабль проходил с еще горящими красными и зелеными огнями. Британский изобретатель совершенствовал лампу на верстаке своей мастерской. Латунный корпус новой лампы с цветной линзой стоял рядом с чертежами. На фабрике рабочие в фартуках собирали красные и зеленые лампы рядами. Деревянные ящики с лампами для портов мира громоздились в складах. Корабли в Атлантике, Тихом и Индийском несли одинаковые красно-зеленые огни. В Первую мировую конвои шли в тумане без единого включенного огня. На палубе военного судна моряки всматривались в кромешную тьму ночи. Перископ немецкой подводной лодки тихо поднимался над темными волнами. Союзные корабли в темноте задевали друг друга без предупреждающих огней. В 17 году 6 кораблей погибли от столкновений с своими же. Во Вторую мировую конвои сохраняли огни предельно тусклыми в Атлантике. Красная лампа едва светилась за металлическим щитом, скрывая судно от лодок. Подводная лодка медленно скользила в темноте, поднимая перископ к поверхности. На рассвете конвой продолжал путь, и тусклые огни гасли один за другим. Холодной апрельской ночью 12 года «Титаник» шел в Черном море. Поблизости стоял маленький пароход «Калифорниан» с погашенными огнями. Корпус «Титаника» скользнул вдоль айсберга, и вода хлынула внутрь. В небе над тонущим лайнером взрывались сигнальные ракеты белыми вспышками. Команда «Калифорниана» видела вспышки, но не поняла сигнала бедствия. «Титаник» резко накренился и ушел под воду носом вперед, мерцая огнями. Шлюпки дрейфовали в холодной Атлантике, ожидая помощи на рассвете. Документ конвенции СОЛАС 2014 года лежал на полированном столе. Схемы в учебнике показывали аварийные световые сигналы и их видимость. Современный береговой катер запускал красную ракету в ночное небо. На стене музея висели фотографии выживших с «Титаника» и их рассказы. В современном классе курсанты слушали лекцию о катастрофе «Титаника». Книга правил Колрек 1972 года лежала на столе с эмблемой ИМО. У набережной Темзы возвышалось современное здание штаб-квартиры ИМО. За круглым столом ИМО сидели делегаты из разных морских стран мира. На большом экране показывали таблицы видимости навигационных огней. Маленькое судно ясно показывало красные и зеленые огни на 2 милях. Крупное судно сохраняло видимость огней даже на 6 морских милях. Схема обозначала угол бокового огня 112,5 градусов. Боковая схема корабля измеряла высоту крепления огней над ватерлинией. Ученый измерял силу света красной лампы в канделах с помощью прибора. Старая латунная масляная лампа на палубе горела слабо в последний раз. В 50-е годы вольфрамовые лампы сменили масляные в корпусах судов. На современной фабрике роботы собирали светодиодные панели для кораблей. Панель из крошечных красных диодов вспыхивала ярким и четким светом. Панель из крошечных зеленых диодов вспыхивала также ярко и резко. Инженер в каске прикручивал новый светодиодный блок к борту судна. Диаграмма сравнивала расход энергии. Светодиод был в разы экономнее всех. График срока службы показывал светодиоды далеко впереди 50 тысяч. Спектр. Анализатор фиксировал красный диод ровно на 620 номе. Светодиоды на стенде продолжали гореть ровно под имитацией ливня и ветра. Ученый проверял лампу солевым туманом, и она светила сквозь коррозию. На воде качался буй с солнечной панелью и мигающим красным светодиодом. На современной верфи рабочие меняли старые лампы на светодиодные блоки,
Огромный круизный лайнер сиял в ночи яркими красным и зеленым огнями. Маленькая рыбацкая лодка возвращалась в порт с четкими светодиодами. Катер береговой охраны несся по темной воде с мощными светодиодами. Светодиодная лампа продолжала ярко гореть даже через долгие годы службы. Капитан проверял на экране состояние всех навигационных огней судна. На пульте управления зеленые индикаторы подтверждали исправность ламп. Инженер и капитан осматривали новый светодиодный блок на палубе днем. На закате красный светодиод включался, сливаясь с теплым цветом неба. На другом борту зеленый светодиод мерцал на фоне фиолетовых сумерек. Два контейнеровоза разошлись ночью, четко показывая огни друг другу. Под проливным дождем светодиоды оставались резкими и ясными в темноте. Густой туман окутывал судно, но красный и зеленый пробивались сквозь дымку. Снег летел горизонтально по палубе, а светодиоды светили без помех. На спокойной воде отражения красного и зеленого дрожали мягкими полосами. Трехмерная схема показывала точное расположение каждого светодиода судна. Инженер в страховке поднимался по мачте, неся новый светодиодный маяк. На вершине мачты новый маяк мигал ритмичным сигналом над морем. По норвежскому фьорду тихо скользил автономный контейнеровоз без экипажа. Внутри пустой рубки автономного судна светились мониторы с данными. На экране искусственный интеллект распознавал красные и зеленые огни судов. Автономный корабль шел сквозь ночь, не выключая бортовых светодиодов. На береговой станции инженеры наблюдали за судном через ряды экранов. На дисплее АИС светились сотни судов с курсами, скоростью и именами. Антенна АИС на мачте корабля посылала сигналы соседним судам без устали. Линии данных АИС связывали корабли всего мира в единую морскую сеть. Эсминец «Фицджеральд» столкнулся с контейнеровозом в 2017-м. На рассвете поврежденный эсминец дрейфовал с огромной пробоиной в борту. На пресс-конференции офицеры объясняли причины столкновения репортерам. На разделенном экране глаз и компьютер следили за огнями, и оба ошибались. Лоцман на мостике вглядывался в бинокль, не отрывая взгляда от огней. На контейнеровозе палубные прожекторы заглушали навигационные огни ночью. Декоративные светодиодные ленты вдоль борта смешивались с настоящими огнями. На совете ИМО чиновники обсуждали ограничения декоративного освещения. В кабинете офтальмолога человек путал красные и зеленые точки на тесте. Молодой моряк получил отказ в карьере капитана из-за дальтонизма. Круговая диаграмма показывала: 8% мужчин путают красный и зеленый. В лаборатории ученые изучали навигационную лампу с импульсным сигналом. Новая лампа мигала уникальным ритмом, понятным даже дальтоникам. На мостике современного судна разнообразный экипаж работал слаженно. Футуристический корабль шел по морю, сохраняя классические красный и зеленый. Ученый листал на планшете симуляции навигационных огней нового поколения. Инженер настраивал прототип светодиода на испытательном поле ночью. Капитан в каюте медленно листал толстый справочник международных правил. На смартфоне приложение показывало ближайшие суда красными и зелеными точками. Офицер береговой охраны проверял огни на контейнеровозе по списку. Капитан и инспектор подписывали ежегодный аудит безопасности судна. Лоцман тренировался в симуляторе, читая огни приближающихся ночью кораблей. В морском музее посетители рассматривали витрины со старинными лампами. За музейным стеклом стояла антикварная латунная лампа с красным стеклом. Дети у экрана музея слушали рассказ гида о корабельных огнях прошлого. На стене черно-белые снимки документировали 2 века морской истории. Капитан в отставке улыбался, глядя на старое фото первого парохода. Светящийся глобус вращался, показывая морские маршруты по всем океанам. На бронзовой табличке музея были выгравированы страны, основатели конвенции. В сумерках в современном порту контейнеровозы и буксиры несли свои огни. Маленький лоцманский катер вел огромное судно безопасно в оживленный порт. Капитан и лоцман на мостике вместе наблюдали за огнями ночных морей. 2 контейнеровоза прошли ночью встречным курсом. Светящийся глобус вращался, показывая морские маршруты по всем океанам. На бронзовой табличке музея были выгравированы страны, основатели конвенции. В сумерках в современном порту контейнеровозы и буксиры несли свои огни. Маленький лоцманский катер вел огромное судно безопасно в оживленный порт. Капитан и лоцман на мостике вместе наблюдали за огнями ночью встречным курсом.
и разошлись безопасно. Под звездным небом красные и зеленые огни вдалеке мерцали, как звезды моря. Фигура на берегу смотрела в темноту, где мигали далекие огни кораблей. У каменного памятника морякам цветы лежали на закате у моря. Сотни имен погибших моряков покрывали каменную поверхность памятника. На старом фото в музее были запечатлены выжившие после крушения парохода. Флаги стран мира на инфографике соединялись с единой системой огней. Контейнеровозы, танкеры и рыбаки везде в мире несли красные и зеленые огни. Золотой закат отражался в волнах, и одинокий корабль шел к горизонту. Две точки, красная и зеленая, встретились в ночи и разошлись мирно.